Всем привет! В этом видео буду собирать боевой топор из игры Destiny, который появился в игре с новым дополнением Rise of Iron. Первым буду делать симметричное лезвие топора. Так как внутри оно будет полое, взял 2-мм листовой металл, к которому приклеил трафарет. С помощью болгарки отрезного круга по контуру вырезал первую часть клинка. По ней вырезал вторую половинку из того же металла. После этого на половинках сделал линии изгиба. Соединил две половинки с помощью электросварки. Затем из того же 2-мм металла сделал крышку для клинка. Приступил к изготовлению самых неудобных и сложных спусков. Сначала сделал выкройку на бумаге, потом перенес на жестянку, которую приложил к 2-мм металлу и обвел маркером. Получившуюся деталь согнул в дугу. Таких деталей сделал 4 штуки и приварил их к клинку. Приступил к изготовлению обуха, если можно его так назвать. Из того же 2-мм металла сделал 2 детали, которые также приварил к клинку. Далее все детали проварил сплошным швом. Убрал сварочные швы с помощью шлифовального круга. Прошелся с помощью лепесткового круга по всей поверхности клинка. На клинке есть рисунок в форме дерева с лепестками. Его я буду делать с помощью электрохимической гравировки. Для этого мне понадобится емкость, которую я сделал из кусков ламината. Чтобы она не протекала, я обернул ее полиэтиленом. Взял распечатку рисунка, вырезал лепестки и древко. Приклеивал с помощью клея карандаша, так как он хорошо смывается водой. Остальной металл защитил с помощью грунтовки и прозрачного лака. Снял приклеенные ранее детали с помощью канцелярского ножа и обычной воды. Клинок подготовлен к гравировке, осталось сделать электролит. Залил обычную водопроводную воду и размешал в ней обычную соль. Клинок погрузил в электролит и подключил к нему плюсовой провод. Напротив рисунка в воду погрузил электрод, к которому подключил минусовой провод. Гравировку буду делать в 2 этапа. Сначала одну сторону, затем вторую. Напряжение будет подаваться от компьютерного блока питания. Декоративные элементы рукоятки распечатал у друга на 3D принтере. Эти детали будут отлиты из алюминия. Для этого я погрузил их в просушенный и просеянный песок, который будет выступать в качестве литейной формы. Алюминий буду плавить на углях, в горне. Для того, чтобы алюминий лучше перемешался и был более текучий, добавил в него соду и соль в равных пропорциях.
Как говорится, первый блин комом. Затем попробовал отлить навершие. Получилось хорошо, и алюминий пролил все места детали. А тем временем электрохимическая гравировка подошла к концу. Клинок почистил с помощью проволочной насадки и дрели. Вторая попытка отлить декоративный элемент, который находится возле клинка. В этот раз получилось гораздо лучше, но ножка отлилась слишком толстая. Ее я уменьшил на токарном станке. В детали просверлил отверстие для рукоятки. Почистил ее с помощью проволочной щетки и доработал болгаркой. Также с помощью болгарки обработал навершие. Далее идет предварительная сборка топора. Вроде все есть, осталось сделать накладку на ручку. Но перед этим приварил рукоятку к клинку. Приклеил декоративный элемент на ткань, пропитанную эпоксидной смолой. Приступил к изготовлению накладки на ручку. Она сделана из трубки, на которой находятся спиральные насечки, и держится с помощью двух втулок. В навершие просверлил отверстие и нарезал резьбу. К концу ручки приварил болт, на который будет накручиваться этот декоративный элемент. На обух плотно намотал цепь. Закрепил ее с помощью точек электросваркой. Клинок также обмотал цепью крест-накрест. Далее вы увидите готовый вариант. Всем спасибо за внимание, если вам понравилось, поделитесь этим видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео.